Привет! Саграда Фамилия — это самый известный в мире долгострой. Его начали строить 138 лет назад, а закончить обещают только в 2026 году, когда исполнится 100 лет со дня смерти его архитектора Антонио Гауди. Это туристическая Мекка. Посмотреть на нее приезжают 3 миллиона туристов в год. И мы последовали их примеру. Если подъезжать на мопеде, колокольни видны еще за много кварталов, и уже чувствуется большой масштаб. На площади Гауди впечатление от размеров храма еще больше, но здесь меня начало что-то смущать. И я понял, что если убрать туристический ажиотаж и посмотреть на весь комплекс отстраненно, то увидишь, что храм Саграда Фамилия, который постоянно обсуждают, который постоянно мелькает в новостях и в разговорах только что приехавших из Барселоны, некрасивый. Эстетически он не гармоничный. Это какофония стилей, форм и материалов. Ему тесно в окружающей застройке, и к тому же он недостроен. Я разберусь по пунктам, что не так с Саграда Фамилией. Издалека силуэт выглядит стройно. Своей вертикальностью он напоминает готический храм, вроде Кёльнского или Венского собора. Но чем ближе его рассматриваешь, тем более дробным он становится. А по пестроте это напоминает какой-то замок с логотипа Диснейленда. Для сравнения можно посмотреть опять на собор в Кёльне. Башни, крыша, окна, портал – везде использован один язык, поэтому собор смотрится цельно. В Саграда Фамилии разные элементы создавались в разное время, разными авторами, в разных стилях. Соответственно, пластика их форм отличается и не всегда сочетается друг с другом. Например, единственная часть храма, которую Гауди успел сделать сам при своей жизни – фасад Рождества. Он выглядит гармонично, так как сделан в одном стиле, с использованием одного пластического языка, который тоже напоминает готическую пластику. Перед этим фасадом приятно находиться, его детали хочется рассматривать. А вот фасад страстей. Его сделал Хосе Мария Субиракс, один из последователей Гауди. Он даже не скрывал, что совсем не ориентировался на изначально заложенный стиль. А вся скульптурная композиция фасада, которую называют «Звездными войнами», это полностью личное видение Субиракса. Это рубленые угловатые формы и разбалансированная композиция. Весь фасад, в отличие от сделанного самим Гауди, вызывает дискомфорт. Наверняка на это и был расчет автора, все-таки это фасад страстей. В общей картине храма этот фасад вырывается стилистически и по сравнению с фасадом Рождества кажется кичевым и театральным. Теперь верхний ряд окон над главным нефом. Их пластика также противоречит характеру храма и создает новую стилевую подгруппу. Если между треугольными шпилями вставить огненные глаза, можно будет найти сходство с башней Саурона Борадур из «Властелина колец». На уровень ниже круглые окна главного нефа. И что это? А это классическая роза. Большое круглое окно в готическом стиле. Эта роза интегрирована в стрельчатую арку, которую Гауди так не любил. Я насчитал такие стилевые группы. Фасад Рождения, сделанный самим Гауди, фасад Звездные войны, сауроновские шпили, готические розы и пятый стиль, тот, который нам еще предстоит увидеть. Это еще не начатый фасад Славы, в котором и будет главный вход. У Гауди была только конструктивная модель этой части и абстрактные графические наброски, ничего конкретного, так что это будет что-то новое. Дело в том, что Гауди не оставил никакого плана строительства. Он жил на стройке и постоянно импровизировал и менял элементы в процессе. После смерти остались какие-то отдельные чертежи и, конечно, макеты, на которых Гауди тестировал свои идеи. Но во время гражданской войны в Испании почти все они сгорели в пожаре, то есть последние внятные свидетельства задумки Гауди потерялись. И началась импровизация желающих засветить свое имя в этом лендмарке. Результатом их работы стал манифест 1953 года. Его подписали Ле Корбюзье, Мисс Ван дер Роэ и Вальтер Гропиус. Это три создателя современной архитектуры. В параллели с кино по влиятельности их можно сравнить с Феллини, Гадаром и Антониони. Манифест требовал, чтобы строительство прекратилось, а то, что осталось от Гауди, было сохранено как памятник, но работы не прекратились.
А позже, в 1995 году, группа барселонских архитекторов опять заявляет, что проект Гауди стал жертвой небрежной и неумелой реставрации и призывает к полному прекращению работ. Но, как известно, работы продолжаются до сих пор. Как уже выяснилось, подробных чертежей Гауди не оставил, но известно, что главный вход должен быть на юго-востоке, со стороны пока не начатого на сегодня фасада Славы. Это значит, что перед входом должно быть пространство. Сейчас его нет, главный вход упирается в торец жилого квартала. От последователей Гауди мы знаем, что здесь он планировал эспланаду. С одной стороны от нее в храм должна вести лестница над проезжей улицей Каррер де Майорка, а с другой должна примыкать к главной улице Барселоны Диагональ, через участок, который даже при жизни Гауди был застроен жильем. Он хотел принудительно выселить 3000 жителей из этих домов, пока строительный совет смог купить только часть земельного участка площадью 560 квадратных метров. Это примерно 5% от всей необходимой площади. Этот вопрос так и не решен. На сегодня храм просто зажат между жилыми кварталами, а для входа используют его боковые фасады. Но больше всего режет глаз несочетание разных типов камня и бетона. При жизни Гауди камень добывали только из одного места – горы Монджуик, к которой у него было особое отношение. Иногда он менял архитектурные элементы прямо на стройплощадке под геометрию и размеры определенного куска песчаника, который только что добыли. А весь комплекс Гауди намеренно задумал сделать на 1 метр ниже самой высокой точки Монджуика. Сейчас камень для строительства доставляют из разных областей Испании, Франции, Италии, Шотландии, Ирана и Бразилии. Такое количество разных оттенков, текстур и создают дешевый эффект Диснейленда. Саграда Фамилия не получила официального разрешения на строительство. С утверждением проекта у Гауди было как с предложением руки и сердца. После отказа он больше не пробовал. Ты будешь моей женой? Нет. Ладно. И больше 100 лет храм строился фактически нелегально. Кажется, что эта проблема не имеет отношения к его внешнему виду. Но с самого начала он был заявлен как особенный. Он не подчинялся законам в их привычном понимании, он ни от кого не зависел финансово, так как строился на деньги с пожертвований. Статус особенного защищал последователей Гауди от критики, так что в своем творчестве они получили карт-бланш. Эта творческая свобода стала одной из причин винегрета стилей и материалов. Сейчас Саграда Фамилия должна выплатить штраф в 41 миллион евро за отсутствие разрешения на строительство и за неуплату налога все 135 лет. Для храма эта сумма не так критична. Из примитивного расчета 26 евро за самый дешевый входной билет на 3 миллиона посетителей получается 78 миллионов выручки в год. Так что за полгода они смогут перекрыть все долги. Гауди понимал, что при его жизни церковь не будет закончена. Он рассматривал ее как средневековый проект, который может занять десятилетия или столетия, как, например, горевший в прошлом году собор Парижской Богоматери, строился 180 лет. Гауди дал стартовый импульс и ожидал, что его преемники будут продолжать в соответствии со своими вкусами. Здание не картина, если архитектор умирает, это не значит, что проектирование или строительство останавливается. Саграда Фамилия – это явление, которое живет своей жизнью. Некоторые могут на нее влиять, например, туристическая индустрия, политики, архитекторы или скульпторы, но никто не может весь процесс контролировать. Помимо десятков пасхальных яиц с религиозными символами, заложенных в храм, о которых я не говорил, Саграда Фамилия еще и архитектурная иллюстрация 20-21 века. На ней отразились главные события в Барселоне этого времени. Ее строили с использованием разных, в зависимости от времени, технологий, в ней использованы разные стили и видения разных авторов. Если вам интересны архитектурные истории вроде этой, буду рад каждому новому подписчику. А по ссылке в описании к видео можно скачать стикер-пак Архитрип для Телеграма. Там веселая Заха Хадид, грустный Жан Нувель и другие известные архитекторы. Hold up, wait a minute. It's a chopper.